Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Друзья, сегодня у меня для вас потрясающий десерт из клубники. Без муки, без духовки, без выпечки. Очень легкий, быстрый и вкусный торт с клубникой. Готовится очень просто и получится у всех. Сохраняйте рецепт и поделитесь с друзьями. Беру 600 грамм сметаны. У меня сметана 20% жирности. Всыпаю 140 грамм сахара и добавляю чайную ложечку ванильного экстракта для аромата. Сметану с сахаром хорошо перемешиваю и оставляю на 15 минут, чтобы сахар хорошо растворился. Можно в другую миску набрать горячую воду и поставить миску со сметаной в миску с горячей водой, как бы на водяную баню. Так сахар растворится еще быстрее. Нарезаю фрукты. Сразу отрежу ломтик лимона, он нам понадобится чуть позже. У клубники отрезаю хвостики и нарезаю произвольно. Часть ягод нарезаю кружочками, часть дольками. Приготовь, поделись, подпишись. А часть вот такими маленькими кубиками. Персики нарезаю кубиками. Так как сейчас пока еще не сезон персиков, я взяла консервированные. Банан нарезаю кружочками. И вот здесь как раз и пригодится лимон. Сбрызгиваю бананы соком лимона, чтобы они не так быстро потемнели. Грушу нарезаю маленькими кубиками. Вместо груши можно взять яблоко. Груша придаст сочность и получится интересный контраст текстур. Главное, кубики груши или яблока не нарезать слишком крупно, они должны быть маленькими. Знаю, что многие любят добавлять в десерты киви, но этого делать не стоит, так как при контакте с молочным кремом в скором времени киви начинает горчить. Поэтому вместо киви для красивого зеленого цвета я возьму немного зеленого винограда. Фрукты я нарезала, только посмотрите, какая красота, просто фруктовое изобилие. Замачиваю желатин. 25 грамм желатина замачиваю в миске в большом количестве холодной воды и оставляю на 5 минут. У меня листовой желатин, с ним очень удобно работать, не нужно долго ждать, в отличие от порошкового желатина, пока он набухнет. Листовой желатин вы можете заменить обычным желатином. Порошкового желатина понадобится столько же, то есть 25 грамм. Желатин набух, отжимаю его от лишней жидкости. Кладу в кастрюльку и распускаю желатин на самом маленьком огне, пока он не станет жидким и однородным. Сразу снимаю с огня. Желатин нельзя перегревать, иначе он потеряет свои желирующие свойства. Сахар в креме полностью растворился. Вливаю желатин и хорошо перемешиваю до однородности сметанного крема. Все готово, осталось только собрать торт. На дно формы наливаю немного крема. Кладу фрукты. Приготовь, поделись, подпишись. Снова заливаю фрукты кремом и таким образом собираю весь торт.
можно выложить слой любого печенья. Я взяла савоярди. Вместо печенья можно положить тонкий корж бисквита или вообще не класть ни печенье, ни бисквит, а просто залить фрукты сметанным кремом. Убираю торт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь, чтобы крем хорошо застыл. Аккуратно достаю торт из формы. Чтобы торт легче было извлечь из формы, дно формы на полминутки опускаю в горячую воду. И только посмотрите на это фруктовое великолепие! Настоящая фруктовая мозаика из кусочков клубники, персиков, бананов, груши и винограда. Вы можете использовать в этом десерте практически любые фрукты и ягоды. И малина, и черника, и черешня с абрикосами. Все, что будет для вас доступно и по сезону. Моя семья осталась в полном восторге от этого тортика. Дети так просто не могли остановиться и съели по 2 кусочка каждый. Друзья, торт просто обалденно вкусный, готовится легко и очень быстро, и получится у всех. Обязательно приготовьте. А вам понравился такой торт? Напишите в комментариях. И не забудьте сохранить рецепт. Жалко будет пропустить сезон клубники и не попробовать эту вкуснятину. А также, дорогие мои, поделитесь рецептом с друзьями. Пусть в каждом доме случится маленький праздник лета и ароматной клубники. И, конечно, подписывайтесь на канал «Готовим дома», чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. А с вами была Олеся. Скоро увидимся!